Глава 11. Мартин снова принялся за своих ловцов жемчуга и, вероятно, очень скоро кончил бы их, если бы его не отвлекало желание писать стихи. Это были любовные стихи, вдохновительницей которых являлась Руфь. Но ни одного стихотворения он не мог закончить. Нельзя овладеть в такой короткий срок благородным искусством поэзии. Ритм, метр, общая структура стиха сами по себе представляли достаточные сложности. Но помимо всего этого было еще нечто неуловимое, что он находил в стихах великих поэтов, но чего никак не мог вложить в свои собственные. То был дух поэзии, который никак не давался ему. Мартину он представлялся каким-то сиянием, вьющейся радужной дымкой, которая всегда разлеталась у него под руками, и в лучшем случае ему удавалось поймать лишь клочья, сложить отдельные красивые строки, которые звучали в мозгу как музыка или проносились перед глазами призрачными видениями. Это было мучительно. Прекрасные чувства просились на язык, а выходили прозаические, обыденные фразы. Мартин вслух читал себе свои стихи. Размер был выдержан по всем правилам, с рифмами и с ритмом дело тоже обстояло благополучно, но не было, увы, ни огня, ни истинного вдохновения. Он никак не мог понять, от чего это происходит, и временами, приходя в отчаяние, возвращался к своему очерку. Проза была более послушным инструментом. После очерка о ловцах жемчуга Мартин написал еще несколько: о профессии моряка, о ловле черепах, о северо-восточном пассате. Затем в виде опыта он попробовал написать небольшой сюжетный рассказ и, увлекшись, написал вместо одного целых 6 и разослал их в различные журналы. Он работал напряженно и плодотворно с утра до вечера и даже до глубокой ночи, за исключением тех часов, когда ходил в библиотеку или навещал Руфь. Мартин был в эти дни необычайно счастлив, его жизнь была полна и прекрасна, творческая лихорадка никогда не оставляла его. Радость созидания, которую прежде он считал привилегией богов, теперь и ему была доступна. Вся окружавшая его, запах прелых овощей и мыльной воды, расплывшаяся фигура сестры и ехидная физиономия мистера Хиггинботтема — все это представлялось каким-то сном. Реальный мир существовал только в его мозгу, и те рассказы, которые он писал, были частицами этого мира. Дни казались слишком короткими, уж очень многое ему хотелось узнать. Он сократил время сна до 5 часов и нашел, что этого вполне достаточно. Он даже пробовал спать только 4,5 часа, но все же с сожалением должен был вернуться к 5-часовой норме. Все остальное время он с восторгом посвящал своим занятиям. Неохотно прерывал писание, чтобы сесть за учебники, откладывал учебники, чтобы пойти в библиотеку, с сожалением покидал штурманскую рубку науки или отрывался от чтения журналов, наполненных рассказами тех писателей, которые каким-то образом сумели пристроить свои произведения. Когда Мартин бывал у Руфи, то всякий раз, чтобы подняться и уйти, ему приходилось словно отрывать ее от своего сердца, а уйдя, он опрометью бежал по темным улицам, чтобы как можно скорее вернуться к книгам. Но труднее всего было закрыть учебник алгебры или физики, отложить в сторону перо и тетрадь и решиться сомкнуть усталые глаза. Выбыть из жизни хотя бы на такой короткий срок казалось Мартину невыносимым. И его утешало лишь сознание, что через 5 часов будильник снова разбудит его. Он потеряет только 5 часов, а там пронзительный трезвон вырвет его из бесплодного забытья, и перед ним будет снова целых 19 часов работы.
Между тем время шло, деньги у Мартина были на исходе, а гонорары пока не поступали. Рукопись, отправленную в спутник юношества, он через месяц получил обратно. Отказ был написан в очень деликатной форме, так что Мартин даже почувствовал расположение к издателю. Но не то было с обозревателем Сан-Франциско. Прождав 2 недели, Мартин написал туда. Еще через неделю написал снова. В конце концов он отправился в редакцию, чтобы лично побеседовать с редактором. Но Цербер в образе рыжеволосого юнца, охранявший двери, не допустил его до лицезрения столь значительной особы. В конце 5-й недели рукопись была возвращена по почте без всяких объяснений. Не было ни отказа, ни объяснительного письма. Ничего. Также были вскоре возвращены и другие рукописи, посланные им в крупные газеты Сан-Франциско. Тогда Мартин отправил свои творения в журналы Восточных Штатов, но не успел оглянуться, как получил их все обратно. Правда, каждый раз с печатным уведомлением о невозможности использовать. Та же судьба постигла и рассказы. Мартин перечел их несколько раз подряд, и они ему так понравились, что он никак не мог понять, почему журналы столь решительно отклоняют их, пока не прочел в одной газете, что рукописи должны быть непременно переписаны на машинке. Все объяснилось. Редакторы, несомненно, были так заняты, что не могли тратить время на изучение неразборчивых почерков. Мартин взял на прокат пишущую машинку и целый день учился писать на ней. Теперь он каждый вечер перепечатывал все, что написал за день, и, кроме того, постепенно перепечатал все свои прежние произведения. Каково же было его изумление, когда и перепечатанное стало возвращаться обратно. Лицо Мартина приняло упрямое выражение, челюсть воинственно выдвинулась вперед, и он упорно продолжал рассылать рукописи все по новым и новым адресам. Наконец, ему пришло в голову, что самому очень трудно судить о своих произведениях. Он решил испытать их на Гертруде и прочитал ей некоторые свои рассказы. У нее заблестели глаза, и она сказала с гордостью, посмотрев на него: «А ведь здорово, что ты пишешь такие штуки». «Да-да», – нетерпеливо перебил он, – «но ты скажи, тебе нравится?» «Господи помилуй!» – воскликнула она. «Еще бы не нравилось. Меня так разобрало, что просто страсть». Но Мартин видел, что не все в его рассказе вполне ясно сестре. Ее добродушное лицо выражало недоумение. Он ждал. «А скажи-ка, Март», – промолвила она после долгой паузы, – «чем же у них дело кончилось? Что ж, этот парень, который так ловко чешет языком, что ж, он женился на ней?» И после того, как Мартин объяснил ей конец, казавшийся ему вполне понятным из развития сюжета, она промолвила: «Ну, то-то же. Почему ж ты так прямо не написал?» Прочтя Гертруде с десяток рассказов, он понял, что ей нравятся только счастливые концы. «Рассказ хорош, что и говорить», — объявила она, выпрямляясь над корытом и со вздохом вытирая лоб красной распаренной рукой. «Только уж очень от него мне стало тяжело. Плакать захотелось. А кругом и так грустного много. Когда я слушаю про хорошее, мне и самой становится лучше. Вот если бы они поженились...» «Да, ты не сердишься на меня, Март?» — спросила она с тревогой. «Может быть, мне это кажется, потому что я очень устала. А так рассказ прелесть. Ну, просто прелесть. Куда ты думаешь пристроить его?» «Это уж другой вопрос», — усмехнулся он. «Но если б тебе удалось пристроить, сколько бы ты за него получил?» «Да уж $100, не меньше». «Ого! Хоть бы ты его в самом деле пристроил». «Неплохие денежки, а?» И он прибавил с гордостью: «Заметь,
Я это накатал за 2 дня. $50 в день. Мартину страстно хотелось прочесть свои рассказы Руфи, но он не отваживался. Он решил подождать, пока что-нибудь будет напечатано. По крайней мере, тогда она лучше оценит его старания. Тем временем он продолжал учиться. Ни одно приключение не казалось ему таким заманчивым, как это путешествие по неисследованным дебрям знаний. Он купил учебники физики и химии и наряду с алгеброй изучал физические законы и их доказательства. Экспериментальную часть приходилось принимать на веру, но могучее воображение помогало ему видеть как бы воочию всякие химические реакции, и он понимал их лучше, чем студенты, присутствующие при опытах. Через страницы учебников Мартин начинал постепенно проникать в тайны природы и мира. Раньше он воспринимал мир как нечто данное, теперь он начал понимать его устройство, взаимодействие и соотношение энергии и материи. Его ум постоянно находил теперь объяснение давно знакомым вещам. Рычаги и блоки сразу привели на память лебедки и подъемные краны, с которыми ему приходилось иметь дело на море. Теория навигации, дающая возможность судам не сбиваться с пути в открытом море, стала вдруг простой и понятной. Он постиг тайну бурь, дождей, приливов, узнал причину возникновения пассатных ветров и даже подумал, не поторопился ли он со своим очерком о северо-восточном пассате. Во всяком случае, он чувствовал, что теперь мог бы написать его лучше. Однажды он отправился с Артуром в университет и, затаив дух, с чувством религиозного благоговения смотрел на производившиеся в лаборатории опыты и слушал лекцию профессора физики. Но он не забросил и своих литературных занятий. Очерки и рассказы так и текли из-под его пера. И он еще находил время писать простенькие стихотворения, вроде тех, которые печатались в журналах. Потом вдруг закусил у дела и в 2 недели написал белым стихом трагедию, которую, к его изумлению, немедленно забраковали с 50 издателей. Однажды, начитавшись Хенли, он написал цикл стихов о море по образцу поэм с больничной койки. Это были простые стихи, светлые и красочные, полные романтики и боевого духа. Мартин назвал их «Песни моря» и решил, что это самое лучшее из всего им написанного. Цикл состоял из 30 стихотворений. Он написал их за месяц по одному в вечер, после целого дня работы над прозой, работы, на которую любой модный писатель затратил бы не меньше недели. Но Мартину был такой труд нипочем. Он даже и не считал это за труд. Просто он обрел дар речи, и все мечты, все мысли о прекрасном, которые долгие годы безгласно жили в нем, хлынули наружу неудержимым, мощным, звенящим потоком. Мартин никому не показал своих песен моря и никуда не послал их. Он потерял доверие к редакторам. Впрочем, не из недоверия воздержался он на этот раз от посылки своего творения. Оно радовало его заключенной в нем красотой, и этой радостью ему хотелось поделиться с одной только Руфью в тот блаженный миг, когда он осмелится, наконец, прочесть ей свои произведения. А до тех пор он решил держать их при себе, читал и перечитывал вслух, пока, наконец, не выучил наизусть. Он интенсивно жил каждое мгновение, когда бодрствовал, и это продолжалось даже во сне. Его сознание, протестуя против вынужденного 5-часового бездействия, цеплялось за все передуманное и пережитое в течение дня, рождая невероятные и нелепые грезы. Таким образом, он никогда не отдыхал, и на его месте другой, менее крепкий телом и менее здоровый духом, давно бы свалился с ног.
Его свидания с Руфью становились все реже и реже. Приближался июнь, а с ним экзамены, которые должны были дать ей университетский диплом – бакалавр искусств. Когда Мартин думал об этом звании, ему казалось, что Руфь улетает от него на такие высоты, где ему уже не достичь ее. Один день в неделю Руфь все же посвящала Мартину, и он обычно в этот день оставался у Морзов обедать и после обеда слушал музыку. Это были его праздники. Вся атмосфера дома Морзов была так не похожа на ту, в которой жил Мартин, и близость Руфи так окрыляла его, что всякий раз, возвращаясь домой, он мысленно давал себе клятву достичь этих высот во что бы то ни стало. Несмотря на неуемный пыл творчества и жажду красоты, томившую его, он в конце концов трудился только ради Руфи. Он прежде всего был влюбленным, и все остальное подчинял своей любви. Мечта о любви была для него важнее мечты о знании. Мир казался удивительным вовсе не потому, что состоял из молекул и атомов, подчинявшихся действию каких-то таинственных законов. Мир казался удивительным потому, что в нем жила Руфь. Она была чудом, какое никогда раньше не являлось ему даже в мечтах. Но Мартина все время приводила в уныние мысль о расстоянии между ними. Руфь была бесконечно далека, и он никак не мог придумать, что сделать, чтобы приблизиться к ней. Он всегда пользовался успехом у женщин и девушек своего класса, но ни одной из них он не любил, а ее полюбил. Дело было не в том, что Руфь принадлежала к другому классу. Его любовь вознесла ее превыше всяких классов. Она была особым существом, настолько отличным от всех, что он не знал даже, как подойти к ней со своей любовью. Правда, теперь, когда он больше знал и лучше умел говорить, она как будто стала ближе, у них появился общий язык, общие темы, вкусы и интересы. Но любовная жажда этим не удовлетворялась. Его воображение влюбленного наделило ее такой святостью, такой бесплотной чистотой, что исключило всякую мысль о телесной близости. Сама любовь отнимала у него то, чего он так страстно желал. И вот в один прекрасный день через бездну, их разделявшую, на мгновение был перекинут мост. И после этого мгновения бездна уже не казалась такой непреодолимой. Они сидели и ели вишни. Большие черные вишни, сок которых напоминал терпкое вино. И после, когда она стала читать ему «Принцессу», он заметил следы вишневого сока у нее на губах. На мгновение она перестала быть божеством. Она была созданием из плоти и крови, и ее тело было подчинено тем же законам, что и его собственное, и тело всякого человека. Ее губы были так же телесны, как и его, и вишни оставляли на них такие же следы. А если таковы были ее губы, то такова была она вся. Она была женщина, как и всякая другая. Эта мысль поразила его точно удар грома. Это было для него настоящим откровением. Он словно увидел, как солнце падает с неба, или присутствовал при кощунственном откровении божества. Когда Мартин вполне уяснил себе смысл этого открытия, сердце бурно заколотилось у него в груди, побуждая его домогаться любви этой женщины, которая вовсе не была духом, слетевшим с неба, а обыкновенной женщиной, с губами, запачканными вишневым соком. Он содрогнулся от этих дерзких мыслей, но голос разума и голос сердца, сливаясь в победном гимне, твердили ему, что он прав. Должно быть, Руфь почувствовала эту внезапную перемену в настроении Мартина,
так как вдруг перестала читать. Взглянула на него и улыбнулась. Его взгляд скользнул по ее лицу от голубых глаз к губам, где виднелся след вишневого сока, небольшое пятнышко, сводившее его с ума. Его руки готовы были протянуться к ней, как часто тянулись к другим женщинам в дни его прежней беспутной жизни. А она как будто ждала, слегка склонясь к нему, и Мартину пришлось напрячь всю свою волю, чтобы сдержаться. «Вы не слышали ни одного слова», — сказала она обиженно. И тут же улыбнулась ему, наслаждаясь его смущением. Мартин взглянул в ее ясные глаза и понял, что она ничуть не догадывалась о том, что в нем происходило, и ему стало стыдно. В мыслях он посмел слишком далеко зайти. Всякая другая женщина догадалась бы, всякая другая, кроме Руфи. А она не догадалась. Вот тут-то и заключалась разница. Она была не такая, как все. Мартин смотрел на нее совершенно уничтоженный сознанием своей грубости и ее невинности. И снова между ними разверзлась бездна. Мост был разрушен. И все-таки этот случай приблизил его к ней. Воспоминание о нем не исчезло и утешало Мартина в моменты разочарований и сомнений. Бездна уже не была так непреодолима, как прежде. Он проделал путь куда больший, чем тот, что давал право на звание бакалавра искусств. Правда, она была чиста, так чиста, что раньше он даже и не знал о существовании такой чистоты. Но вишни оставляли пятна у нее на губах. Она была подчинена физическим законам, как и все в мире. Она должна была есть, чтобы жить, и могла простуживаться и хворать. Но не это было важно. Важно было то, что она могла испытывать голод и жажду, страдать от зноя и холода, а стало быть, могла чувствовать и любовь к мужчине. А он был мужчина. Почему бы в таком случае ему не стать ее избранником? «Я добьюсь счастья», — шептал он лихорадочно. «Я стану им. Я сумею стать. Я добьюсь счастья».